YouTube, привет! Сегодня смотрим, как изготовить силиконовую прокладку со сложным рельефом. Метод достаточно трудоемкий и подходит только для двухкомпонентного силикона. Зато по качеству изделия получаются заводского уровня. Ролик будет подробным, с пошаговыми инструкциями и не самым коротким, так что запасайтесь попкорном. С вами Хмурик. Поехали! У меня есть замечательное хобби – приготовление крепких спиртных напитков. Этой теме будут посвящены отдельные видео, но речь не об этом. Разрабатывая и совершенствуя узлы самогонных аппаратов, я постоянно сталкиваюсь с необходимостью делать всевозможные силиконовые прокладки. Так как увлекаюсь я перегонкой при пониженном давлении, как ее еще называют перегонкой под вакуумом, то и требования к прокладкам повышенные. Сечение и размеры у них могут быть самыми разными, зависит от того, где прокладка стоит и какую задачу выполняет. Объединяет их только одно – они предназначены для круглых деталей, в основе лежит окружность. Для начала давайте пофантазируем. Допустим, нам нужна прокладка вот с таким сечением. Ее можно сделать, налив силикон в соответствующую матрицу. В свою очередь, матрицу можно сделать при помощи скребка, которым надо выгрести все лишнее из мягкой основы. Если же такой скребок, как циркуль, вращать, то получим цилиндрическую канавку с необходимым рельефом. Останется заполнить ее силиконом и дождаться, когда он застынет. Полный процесс, начиная с изготовлением скребка из подручных материалов до готовой прокладки, я покажу во второй половине видео. При желании можно сразу перейти на этот эпизод по тайм-коду под роликом. А пока разберем этапы и нюансы формирования матрицы основы. Берем металлический скребок из сделанных мною ранее и приступаем к работе. Определяем, где будет наша матрица. Самый доступный материал для ее изготовления – это пластилин. Разминаем, чтобы он стал мягким, и выкладываем колбаску. Можно сразу придать ей сечение ближе к прямоугольному. Начальный этап предполагает черновую формовку, поэтому работать можно достаточно грубо. Периодически убираем со скребка налипший пластилин. Нет необходимости часто очищать скребок, но и допускать больших наслоений пластилина тоже не стоит. Лишний пластилин можно убрать лопаткой, вырезанной из любой тонкой жести. Например, вполне подойдет банка из-под пива. Желательно, чтобы верхняя плоскость была в меру ровной, без больших бугорков. Вовремя выравниваем ее. Так, шаг за шагом придаем матрице нужную форму. Если пластилин слишком твердый, скребок может оставлять шершавый след. В таком случае прогреваем заготовку феном. Главное не перестараться, а то пластилин поплывет за скребком, форма будет испорчена и придется начинать все сначала. Делаем паузу, чтобы тепло распределилось по объему, и продолжаем. Для очистки скребок надо вынимать не перекашивая, иначе в пластилине останется вмятина. Если это произошло, не беда. Подправляем поврежденный участок. Заглаживаем его. И продолжаем работать. Таким же образом правятся каверны, рытвины и прочие неровности. Во время финишной доводки удобно использовать силиконовый спрей. Протертый силиконом скребок намного легче очистить от пластилина. В итоге матрица получается чистой и гладенькой. Еще одна разновидность брака – боковые рытвины. С ними бороться очень просто. Приминаем стенки
и проходимся после этого скребком. Матрица готова, можно заливать силикон. В итоге получим прокладку вот с таким профилем. Итак, друзья, как сделать аккуратную матрицу из пластилина, вы уже знаете. Давайте пройдем весь путь от идеи до готовой прокладки. Нам понадобится основа, на которой мы будем формировать матрицу. Далеко не у всех есть поворотный столик, но его несложно заменить альтернативой. Например, можно использовать фанеру. Именно так я поступил, когда делал прокладку большого диаметра. Чтобы пластилин надежно прилипал к поверхности, рабочую сторону можно покрыть лаком. В центре сверлим отверстие, ну а если в отверстие вставить кусочек металлической трубки, то при работе скребком оно не будет разбиваться и такая основа прослужит очень долго. Также надо будет сделать скребок. Давайте вспомним, какая часть скребка непосредственно отвечает за профиль будущей прокладки. Черным фломастером я постараюсь закрасить соответствующую зону. Лезвия этих скребков сделаны из обрезков листовой нержавейки, но подойдут любые тонкие листовые материалы из металла или пластика. Главное, чтобы лезвие было толщиной не более 1 мм и под умеренной нагрузкой не прогибалось. Например, для этого замечательно подходит фольгированный текстолит, из которого электронщики делают платы. Определяемся, прокладку какого сечения будем делать. Допустим, это будет вот такой вариант. Приступаем к работе. Вот сечение самой прокладки. Это матрица из пластилина, в которую будем заливать силикон. Для наглядности я ее заштрихую. Это основание фанеры. А вот эта фигура и будет нашим скребком. Итак, еще раз. Пластилин, скребок, прокладка. Проставляем размеры. 3 мм пластилина под прокладкой более чем достаточно. Лезвие скребка я буду делать из тонкого пластика. Его толщина 1 мм, материал хрупкий и капризный в работе, далеко не лучший вариант. Именно поэтому я его выбрал, чтобы показать, что даже с таким материалом можно работать. Чтобы не запутаться, я закрашу участок, который надо удалить. Обратите внимание на эти пропилы.
Это не обязательные элементы, но они существенно облегчат работу в будущем. Давайте посмотрим, каким образом. Вариант первый. Из пластилиновой заготовки обычным скребком формируем матрицу. Заполняем ее силиконом и сверху накрываем ровной поверхностью, например, стеклом. Излишки силикона стекут по бокам, но тонкий слой, так называемый облой, останется. Его после застывания силикона придется аккуратно срезать. Вариант второй. Скребок с пропилами. Все так же формируем матрицу. В местах пропилов на матрице будут выступы. Заливаем силикон. Накрываем стеклом. Излишки силикона, аналогично первому варианту, стекают по бокам. Но как только стекло сначала соприкоснется, а потом войдет в плотный контакт с выступами, прокладка будет отделена от стекающего силикона. Ее будет легко извлечь из формы, и на ней не будет облоя. Закрепим лезвие скребка на пластиковой трубке, например, от ненужного фломастера. Делаем пропил и вставляем в него лезвие скребка. На листе бумаги отмечаем радиус прокладки и положение ножки скребка. Сверлим в намеченном месте отверстие. В качестве ножки используем болтик. Кстати, в металлических скребках я делаю не просто отверстие, а паз, позволяющий корректировать положение ножки и, соответственно, диаметр прокладки. Выравниваем лезвие и закрепляем его горячим клеем. Пока клей не остыл, можно внести окончательные корректировки. Гайка будет служить упором и поможет избежать перекосов. Итак, скребок готов. Формируем матрицу. Пластиковый скребок в работе практически ничем не отличается от металлического. Разве что надо быть немного аккуратнее из-за хрупкости пластика.
Пластилин очень демократичный материал. Если мы не угадали с его количеством, ошибку можно исправить, нарастив недостающий участок. Нюансы работы с матрицей я рассказал в первой части, так что упускаем рутинную часть и переходим к моменту, когда форма готова и ожидает заливки силикона. Накрывать силикон будем стеклом, а пленка упростит процесс извлечения готовой прокладки. Чтобы не было складок, натягиваем и закрепляем ее малярным скотчем. На основу налепим конусные упоры из пластилина. Они не дадут стеклу сдвинуться, и выравнивать его будет намного легче. Прокладки я делаю из двухкомпонентного пищевого силикона. Смешиваем отвердитель и силикон. Маленькими порциями добавляем силикон, чтобы он самотеком наполнил форму. Это поможет избежать воздушных пустот в силиконовой массе. Удаляем остатки мелких пузырьков. И аккуратно накрываем форму стеклом. Прижимаем его, пирамидки сминаются, и стекло плавно опускается на нашу форму. От того, что стекло опускалось ровно, между ними силиконом попал воздух. Я сделал это сознательно, чтобы показать такой нюанс. Если стекло слегка наклонить,
то пускай оно плавно вытеснит воздух на стыке с силиконом и не захватит пузырьков воздуха. Посмотрите на эту окружность. Помните пропилы в скребке? Так выглядит контакт стекла с выступами пластилина от этих самых пропилов. Придавливаем стекло и добиваемся, чтобы у нас получились ровные окружности. Теперь прокладка из формы выйдет чистовой и без необходимости в доработке. Силикон застыл, снимаем стекло и пленку. Если прокладку извлечь аккуратно, позже можно будет отлить еще один экземпляр. В итоге получили вот такое изделие. Рельеф полностью соответствует задумке. Убираем остатки силикона. И после мелкого ремонта можно будет сделать следующую прокладку.